Приветствуем всех любителей самой популярной карточной игры. С вами Академия Покера. Сегодня мы поговорим о прогрессе и успехах наших учеников. Приближается зима, а это значит, что можно подводить промежуточные итоги перед финальным рывком. Ставьте лайк этому видео. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Сделали? Тогда начнем. Покер.ру и WinBet. Играйте на виртуальные фишки с друзьями, создавайте свои столы и турниры, увеличивайте рейтинг и участвуйте в акциях. Здесь большой выбор дисциплин и турниров. Сначала посмотрим, как идут дела у учеников Вячеслава Слэша. Ян. До прихода на обучение Ян уже имел неплохой опыт игры на средних лимитах. Но были проблемы с дисциплиной, игрой не по банкроллу, а также проблемы в математике. Решили добавить в игру несколько новых площадок, изучили софт, подтянули математику. Ян стал играть уверенно, применять в игре формулы, меньше проигрывать, появилось больше дипранов. Получилось даже отобраться в Веном на Покер Кинг. Но, к сожалению, выступил он там неудачно. Впрочем, это все равно был бесценный опыт игры на высоком лимите. Ну а на средних лимитах получилось оформить несколько финальных столов. В целом заметно, что игра Яна стала гораздо лучше. Санжар. С Санжаром решили поработать не только для онлайна, но и для участия в живых событиях. У него уже был опыт игры на ЕПТ и в других сериях. В основном он играл средние лимиты. У Санжара были проблемы с излишней агрессией, дисциплиной и чартами. Для начала решили заняться онлайном, проработали диапазоны, уменьшили агрессию. Это привело к нескольким финалкам. На данный момент ученик готовится к офлайн формату, так как планирует посетить несколько живых событий. Пожелаем ему удачи за столами и побольше заносов. Иван. Еще один ученик Вячеслава Слэша. Иван пришел на обучение с опытом игры на микро и средних лимитах. На первом этапе были выявлены главные проблемы. Игра не по банкроллу и слабая дисциплина. В основном он играл на площадке Покерок, поэтому мы и решили сфокусироваться на ней. По мере обучения игра Ивана стала более дисциплинированной. Ушли эксперименты с банкроллом. Как итог, пришли первые успехи. А когда мы проработали составление сетки турниров, стало больше дипранов и финальных столов. Иван стал играть в стабильный плюс. Обучение продолжаем. Андрей. Андрей только начинал обучение, а ему уже удалось оформить финальный стол. Некоторые подумали бы, что это везение. Отчасти можно сказать и так. Но до заноса тренер успел пройти с ним чарты, сайзинги, типы игроков и подстройки под них. Кроме того, он стал играть с использованием софта. Это точно не везение. Игра Андрея явно стала лучше, что и привело его на финальный стол. Продолжаем обучение и ждем новых успехов. Сергей. С Сергеем начали обучение всего несколько месяцев назад. До этого заносов особо не было. Играл он в основном на низких лимитах. Любил турниры с большим количеством игроков и хорошими гарантиями, не учитывая высокую дисперсию в таких случаях. Во многом именно она не давала показывать результат. Но играть турниры с меньшим числом участников Сергей не хотел, и мы решили сконцентрироваться на игре именно в таких событиях. Проработали чарты, сайзинги, игру в разных стадиях, а также математические формулы. Результаты не заставили себя ждать. Пошли первые финальные столы, с чем мы его и поздравляем. Обучение продолжается. Иван. С Иваном уже не раз разбирали заносы. Он достаточно регулярно попадает за финальные столы на средних лимитах. На данный момент получилось неплохо выступить в турнире на китайские юани. Совсем немного не хватило для первого места. Поздравляем с очередным заносом. Ждем следующих побед. Руслан. Руслан пришел на обучение со своими проблемами в игре. В основном это были вопросы с дисциплиной и психологией, но и в технической составляющей были слабые места. В частности, в игре со средними стеками в поздней стадии турнира. Там он чувствовал себя некомфортно и допускал много дорогих ошибок. Проработали среднюю и позднюю стадию турнира и пошли первые результаты, с чем его и поздравляем. Сергей. Сергей начал обучение с явной проблемой агрессии в игре. Она была слишком высокой.
Ему просто не хватало тормозов в больших стеках. Набить фишки получалось достаточно легко, а вот с сохранением стека были проблемы. Агрессивным игрокам достаточно нелегко перестраиваться и потребовалось какое-то время. Но мы с этим справились и получилось заработать первое место в неплохом турнире. Пожелаем Сергею больших заносов в дальнейшем. Влад. Едва придя на обучение, Влад сразу заявил, что не горит желанием играть онлайн. Поэтому мы сконцентрировались на игре в офлайн турнирах, проработали нюансы живой игры, поговорили про отличия от игры в интернете, и Влад стал регулярно попадать в призы в офлайн событиях. На серии в Сочи ему удалось взять 3-е место в хай-ролл турнире и заработать более $7000. Пожелаем ему удачи в игре и больших заносов. А теперь узнаем, каких успехов добились ученики Максима Холдера. Юрий. С Юрием уже закончили курс. У него, как и большинство учеников, были проблемы с активной игрой, из-за чего стек в поздних стадиях оставался совсем коротким. А это, в свою очередь, не давало занимать высокие места, хотя попадания в призы и далекие проходы были. С дисциплиной было все хорошо. Проработали больные места, разобрали стратегии трибетов и рейзов на постфлопе, работали с флопзилой для улучшения понимания диапазонов. И это хорошо повлияло на результаты. Один из последних, 8-е место в главном турнире Swiss Poker Open в Развадове и более $8000 призовых. С Алексеем закончили курс. С ним в основном работали над постфлопом, прорабатывали игру в позиции и без позиций, как эффективнее защищаться от агрессии и самому играть активнее. В результате получилось прокачать постфлоп, появилась уверенность в действиях и понимание того, как реагировать на игру соперников. Как результат, 5-е место в главном событии на офлайн серии на Алтае и 300 000 рублей призовых. Самвел продолжает радовать стабильными результатами. С ним работали с самого начала, начиная с чартов стартовых рук, игры на префлопе и постфлопе, и заканчивая работой во флопзилле над диапазонами соперника и поиском оптимальных линий игры против них, а также различных подстроек для более эффективных действий на постфлопе. С Евгением тренер занимался не так давно. У него уже был опыт игры в покер, но по большей части на интуитивном уровне. Начали с того, что тренер объяснил, за счет чего формируется преимущество в покере. Разбирали различные споты, в которых были проблемы или неправильное понимание того, как действовать. В результате Евгений стал себя увереннее чувствовать во многих ситуациях. Но еще есть и над чем работать. Как у многих, это излишняя агрессия и, как следствие, срывы в тильт. Но со временем мы и это исправим. Алексей. С Алексеем уже прошли большую часть курса, и сейчас работаем над устранением небольших косяков в игре. До этого разобрали префлоп. Был серьезный вопрос по игре по чартам, поскольку разыгрывалось много ненужных рук. Также были вопросы по постфлопу. В частности, размеры ставок в блеф и на value, а также подбор досок для контбета. Мы все это разобрали на примерах. Выработали понимание и сейчас работаем над более сложными вещами. Надеемся, что успехи наших учеников вдохновят и вас на новые достижения. Главное, не останавливаться в работе над игрой. Пока один покерист отдыхает, другой обходит его по скиллу. Академия покера всегда готова помочь игрокам добиться прогресса. Наши тренеры разработали эффективные курсы как по турнирной стратегии, так и по кэшу. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео об игре. Рекомендуем посмотреть интересное видео. Разбор раздач от тренера Вячеслава Слэша. Разбор финального стола за $18 875 000.